Итак, здравствуйте, дамы и господа. Давно хотелось поднять эту тему, но вот нарыл я довольно много инфы, всякой разной, и решил все-таки наконец записать этот ролик из серии «Что это?». И сегодня у нас Mighty Пати, война гильдий. Итак, сначала кратко поговорим об общем, и потом наглядно уже посмотрим, что вообще есть в войне гильдий. Итак, для начала у нас есть игровое поле, которое состоит из 30 плиток. Соответственно, в самом начале мы будем направлены на карту войны гильдий, которая меняется каждую неделю. Вверху по центру экрана вы увидите, на каком уровне войны гильдий вы находитесь в настоящий момент. Вот у нас уровень 2. Распределение гильдий по уровням зависит от занимаемой ими позиции в рейтинге гильдий. Далее вы увидите две кнопки: правила и свиток, которые позволят вам просмотреть мини-учебник, который вы видели при первом входе. Соперники, шлемы, покажет вам список ваших соперников, состоящий из 10 гильдий. Также вы заметите два таймера. Верхний таймер показывает, сколько времени у вас осталось до следующего столкновения, нижний таймер показывает, сколько у вас времени осталось до следующей отправки армии. Ну, теперь разберемся. Во-первых, вот, соответственно, правила свиток. Тут показано: выберите провинцию, выберите войска, отправьте их на провинцию, ну и атака. Чтобы захватить провинцию, нужно отправить туда больше силы, чем остальные. Ваша цель — захватить всю карту. Ну и здесь битвы происходят 3 раза в день, в конце дня выдают. В общем, самая общая информация, вы ее сами спокойно можете прочитать. Далее у нас идет, соответственно, список гильдий, которые против нас участвуют. 10 штук их. Вот лидеры, соответственно, Phoenix Style, Light Akuma и Ru and Yuken. Ну и вот таймеры, что схватка через 5 часов 24 минуты, и награды и сброс у нас, то бишь, будут в 9:00. 9:00? Нет, в 22:00 будет последняя, в 21:50 будет последняя битва, в 22:00 будет сброс, и, соответственно, мы получим награды. С этим пока все понятно. Также здесь есть такая шкала столкновений. На правой стороне экрана даст нам возможность посмотреть окончание всех завершившихся ранее столкновений этой недели. То бишь, вот мы смотрим, расстановка войск, все прочее, все прочее. Вот, соответственно, то, что идет сейчас. Я думаю, с этим тоже проблем не возникнет. Карта войны имеет прямоугольную форму и содержит в общей сложности 30 плиток, как я вам и говорил. Эти плитки расположены в 6 столбцах и пронумерованы от 1 до 6. Столбцы, в свою очередь, поделены на 5 линий, которые обозначены буквами от A до E. Таким образом, каждую плитку можно обозначить, исходя из его позиции. Например, там А1, А2, Е5. При запуске новой карты войны все плитки будут нейтральными, не окрашенными. И вы увидите 5 плиток на границах карты войны. Вот как было здесь, вот, например. Эта плитка вот была окрашена, она была наша. То есть мы вот ее захватили. Соответственно, таких плиток было 5. Они будут выделены светло-зеленой границей. Зеленый цвет — это всегда ваш. Это будут плитки входа для вашей гильдии. Каждой гильдии дается 5 плиток входа, некоторые из которых могут иметь вход для нескольких гильдий. Так что вам лучше сделать свои первые шаги мудро. Они могут определить ваш успех или ваше падение. Вот как, опять же, как я и говорил, вот первые входные плитки, вот за них боролись 3 гильдии, в том числе и наша. Вот здесь мы одержали победу. По мере прохождения войны гильдий, каждая плитка, завоеванная различными гильдиями, будет окрашена в цвет, присущий каждой гильдии. Поэтому вы их можете отличить, даже если несколько гильдий имеют один и тот же герб. Это опять вот можно здесь посмотреть, потому что гербы конечные. И, соответственно, вот их цвета. Светлый,
серый, синий, вот у вас всегда будет зеленый. Также вот там желтый, синий, фиолетовый, ну там и так далее. То есть с этим разобрались. При завоевании плитки вы можете получить доступ ко всем соседним плиткам, и поэтому они будут выделены с известково-зеленой границей. Ну вот, грубо говоря, то, что вот сейчас происходит, вот мы находимся вот здесь, соответственно, мы можем захватывать эту, либо вот эту плитку, эту, либо эту. То есть вот 3 плитки мы можем захватывать на данном этапе. Если мы продвинемся вот сюда, то, соответственно, мы сможем захватывать все, что находится вокруг. Вот эту, ну и прочее. Также, когда происходит атака на определенную плитку, на ней появляется маленькая метка скрещенных мечей. Несколько отметок означают, что на данную плитку одновременно нападают несколько гильдий, или там происходит восстание. То есть вот о чем мы говорим. 2 меча, 2 гильдии. То же самое, 2 меча, 2 гильдии. 2 меча, 2 гильдии. Думаю, с этим тоже никаких трудностей не возникнет. Выбрав любую из плиток, можно увидеть описание этой локации, награды, которые можно получить за захват и удержание, бонусы или штрафы, которые применяются к войскам, отправленным на нее, а также защиту и бунтующей армии. Если вы являетесь главой или офицером вашей гильдии, вы можете установить одну из 2 информационных меток – крест либо белый флаг на плитке, чтобы показать цели и боевые приказания своим товарищам по гильдии. Никто, кроме ваших товарищей по гильдии, не видит этих меток. Ну вот, опять же, берем любую. Для начала давайте такую вот возьмем. Соответственно, что мы видим? Награда гильдии будет на всю гильдию 10 тысяч, в зависимости от места, белых карт. Также мы видим, что порядок получает плюс 20 силы. Ну, соответственно, восстаний сейчас нет. Тут ничего нет. Равнины B4. Ну, созданием тут будет чуть побольше. Вот здесь. На всю гильдию будет 3500 синих карт, 600 знамен гильдии и 7000 контрибуций. Все это будет поделено на всю гильдию в зависимости от ваших успехов. На первый взгляд вы увидите 2 разных типа плиток. Пустые плитки и плитки со строениями. Ну, как я и говорил, пустая плитка, плитка со строением. Каждый вид плиток дает возможность получения различных наград, кроме контрибуций, которую вы получаете с любой плитки на карте войны. Плитки на границах карты войны предлагают вам меньшие награды, чем те, что расположены ближе к центру карты, а также, что плитки, содержащие строения, дают лучшие награды, чем пустые плитки, но их, как правило, сложнее захватить, так как за них идет жесточайшая борьба. Все плитки, которые имеют какие-либо карты в качестве награды, дают карты этого типа при получении наград в случае захвата и удержания этих локаций. Есть 3 типа пустых клеток. Все они дают в качестве награды карты и контрибуцию. Горы. Где у нас горы? Нет, это равнины. Равнины. Вот горы. Горы дают от 20 до 50% на отправку хаоса. То есть, если вы отправляете свои войска хаоса, то прибавляйте к этому смело 50% силы. Равнины дают игроку от 20 до 50% на отправку армии порядка. Равнины. Равнины. Порядок получает плюс 20 силы. Так, горы, леса. Где у нас равнины-то вообще? Есть равнины-то здесь? Вот равнины. Вот 50% получает порядок. И леса дают игроку бонус от 20 до 50, как вы догадались уже, армии природы. Вот леса, соответственно, вот природа получает 50% силы. Вот леса тоже 50% силы. Ну и все в том же духе. Вы можете найти случайный набор строений на каждой карте войны из следующего списка. Все они дают в качестве награды за удержание игровой ресурс – влияние. Итак, разберем все быстренько здания, которые, например, у нас сейчас есть на карте. Это завод. Порядок получает здесь плюс 80 силы. Награды гильдии, пыль душ, флаги и контрибуция. Маяк. Порядок опять же получает силу. 3500 синих карточек,
600 флагов и 7000 контрибуций на всех. Не забывайте, что все это делится на всех. Хижина ведьмы. Хаос получает силы в ней. Точно так же синие карточки, знамена и контрибуция. Дерево жизни. То же самое. Синие карточки, знамена, контрибуция. Шахта золота. Золото, знамена, контрибуция. Так, крепость, эпические карточки. Но их будет, конечно, меньше. Знамена и контрибуция. Ну и самое главное, это вот изумруды, знамена и контрибуция. Но ее сложно захватить, ее сложно удержать. Все герои на этой клетке получают минус 30 силы. То есть ваши войска будут резаться, а не плюсоваться. С этим мы разобрались. Также еще есть алтарь. Накладывает штраф 20% на отправку армии природы, а в качестве награды эпические карты, очки влияния и контрибуцию. Есть еще адские врата. Минус 20% на отправку армии хаоса. За награда, эпические карты, очки влияния и контрибуция. Ну и в принципе все. Вот это все виды зданий, я вам их рассказал. Теперь перейдем к тому, с кем мы будем воевать. Каждый день войны ваша гильдия будет взаимодействовать, воевать, заключать альянсы, договоры о нейтралитете и так далее с 9 другими гильдиями на карте войны. Так как каждая карта имеет всего 30 плиток, за обладание которыми соперничают 10 гильдий, через кнопку «Соперники» с изображением 3 голов, обозначенных в шлеме, вы можете получить доступ к списку ваших соперников, соответственно, как и говорили. Вот доступ к списку наших соперников. Кстати, вот наша гильдия, Академ Инт. Если вы готовы активно играть, действительно активно, участвовать ежедневно именно в гильдии, в гильдейской войне, то вот у нас есть одно место. Пишите, соединю вас с главой и вступайте. Так что все ждем. Данный список формируется исходя из военной активности гильдии, а также успешно проведенных захватах плиток. Ну, как я и говорил, вот первые места, там 4 плитки, 4, 3, 2, 2, 1 и так далее. В дополнение ко всему, в этом списке вы всегда можете посмотреть уровень каждой гильдии, количество ее членов и общее количество плиток всех представленных гильдий. Ну, как и говорили, количество членов, уровень гильдии и плитки. Кроме того, все гильдии имеют свой уникальный цвет, поэтому на карте войны вы всегда сможете распознать их расположение по цвету и понять, какая из гильдий контролирует те или иные плитки. Выбрав в списке любую из представленных гильдий, вы получите доступ к списку членов этой гильдии. Ну вот, например, Phoenix Style. Вот здесь обозначается, сколько войск человек уже отправил сегодня на войну. Ну вот у них много нулей пока, может они к вечеру готовят, не знаю. Ну вот здесь по 225 отправили, по 190 тысяч. Соответственно, вот все члены этой гильдии. Это позволит вам посмотреть потенциал противника, даст возможность оценить его силы и количество войск, которые он уже развернул на карте войны, или все еще сохраняет до предстоящих сражений. Ну, как я и говорил, что много нулей, гильдия довольно сильная, поэтому я думаю, они их готовят на вечер, чтобы участвовать вечером в войне. А также даст вам возможность определить, представляет ли выбранный соперник реальную угрозу или нет, разумно использовав эту информацию. Так. Также мы можем посмотреть каждого отдельно, члена гильдии, посмотреть его общее количество войск. Вот рядовой у него, допустим, 60 тысяч, а вот у этого должно быть уже поболее. Да, у него 202 тысячи войск, которые он может отправить, плюс то, что приплюсуется. То есть, если он потратит эликсир, здесь 400-500 тысяч можно легко выдать с одного участника. Вот. Также есть такая штука, как чат. Прошу прощения, это не то. Это кинет нас в наш чат. Здесь вот можно, в принципе, все. Вот можно посмотреть, сравнить силы, примерно рассчитать, кто на что гораст, и от этого уже отталкиваться в войне. Также есть у нас такая штука, как война.
Здесь мы можем посмотреть, общаться только с теми гильдейцами и смотреть только ту информацию, которая касается нашей карты войны. Вот здесь, как вы видите, также, этого мы попозже коснемся, показано, кто скрыл и кто разведал войска. И также можно здесь договариваться с лидерами там, о том, что вам, скажем так, надо в этой войне. Какой-то союз заключить или еще что-то, чтобы усилить себя и ослабить других. Так, теперь переходим к механике войны. Соответственно, каждая война состоит в общей сложности из 18 ходов. Вот они все у нас справа показаны, 18 ходов. Пока что прошел один ход. Вот отсюда можно в этот чат зайти. Я просто этим крайне редко пользуюсь, поэтому такие дела. Разделенных на дни, по 3 хода на каждый. То есть 6 дней у нас идет война. Грубо говоря, получается с вечера понедельника до вечера воскресенья. Она идет, потом сутки идут отдых, войны нет, и потом все идет по новой. То есть вот эти 18 ходов, то бишь 6 дней, по 3 хода в каждом. Каждую неделю в первый день войны игроки участвуют в первом ходе войны, который начинается во вторник. На самом деле он начинается, получается, в понедельник в 10 вечера. У них, возможно, по UTC это уже вторник. Я говорю по нашему, московскому времени. По окончании которого идет подведение во вторник, а 18-й ход, по окончанию которого идет подведение итогов войны и распределение двойных наград, заканчивается в воскресенье. Понедельник — день перемирия. В этот день война гильдии не ведется. Та-да-дам. Также идет промежуточное подведение итогов войны 3 раза в день. То есть каждый ход — это подведение итогов. Каждый ход заканчивается столкновением. Столкновение длится 10 минут. То есть, если у нас там 5 часов 9 минут, это, соответственно, час 10, это у нас 11:50, 12, 16. То бишь в 15:50, соответственно, начнется столкновение, и вы не сможете в этот момент отправлять войска. И длится 10 минут. То есть 15:50 началось, там 16 ровно закончилось. Длится 10 минут, в течение этого времени происходит подсчет итогов всех сражений за плитки на карте войны. В этот момент игроки не могут размещать свои армии на карте войны. В верхней части карты войны у вас есть 2 таймера, которые информируют вас о времени текущего хода, а также времени до промежуточного подведения итогов на 3, 6, 9, 12, 15 и 18 ходах. Игрок может отправить свои войска только один раз в течение 3 ходов, в день, имеется в виду в сутки. После ежедневного промежуточного подвода итогов дня армия игрока снова становится доступной. То есть, сейчас продемонстрирую элементарно. Допустим, защита. Вот я, допустим, сейчас выставлю героя. Вот кто мне самый слабый. Вот я его выставил. И, соответственно, он у меня посерел. То есть я его теперь смогу использовать только после 22:00, то есть на войну следующего дня. До этого момента он не активен. Он участвует уже, соответственно, в войне. Вот так вот все это выглядит. Так, сейчас продолжим. Да-да-да-да-да. Игрок должен планировать заранее, когда лучше отправлять свои войска. Можно делить свою армию, как я вам показал, можно одного героя отправить, можно отправить сразу всех на одну клетку, можно разбить их на, если у вас 5 клеток, на 5 клеток в защиту или в нападение. Если игрок, который уже отправил свою армию в бой, это важно, покидает гильдию или исключен из нее, все его ранее размещенные войска пропадают с карты войны. Игрок, вступивший в гильдию во время проходящей войны гильдии, будет иметь запрет на отправку своих войск в течение от 1 до 3 ходов до окончания очередного дня войны. То есть вступили утром, все, день войны вы потеряли. И подведение промежуточных итогов, независимо от того, отправлял он или нет ранее войска в другой гильдии в этот день войны. Это делается для того, чтобы избежать гильдий, приглашающих игроков только в качестве отчаянной меры, чтобы получить немного дополнительной военной силы в текущем столкновении, и изгнать их, как только их армии не будут востребованы. Новый член гильдии сможет отправить свои войска после окончания очередного дня войны и подведения промежуточных итогов дня.
Самым оптимальным временем для смены гильдии, ну я тоже так считаю, для игрока является понедельник, так как это день перемирия и в этот день война не ведется. Для получения контроля над любой плиткой гильдия должна отправить на нее большее количество войск, чем стоит в обороне данной плитки. Для того, чтобы удержать контроль над плиткой, гильдия должна отправлять свои войска в защиту от атак ваших соперников, а также возможных восстаний и беспорядков. Если другая гильдия атакует плитку одновременно с вашей гильдией, то вы должны отправить на нее больше войск, чем гильдия соперника, чтобы плитка перешла под ваш контроль. Члены гильдии всегда будут видеть, какая из сторон выигрывает в данный момент времени с помощью маленькой короны, появляющейся на вершине герба победителя. Так, ну, опять же, допустим, вот эта корона, как вы видите, над нашей гильдией. Рядом кошечки, они вот проигрывают, пока корона у нас. При получении контроля над плиткой какой-либо из гильдий, защита атакованной локации будет равна более высокой атаке гильдии, за исключением сил, обороняющих плитку. Если две или более гильдий, а также возникшее восстание ведут борьбу за контроль плитки, то результатом защиты будет разница между двумя самыми наивысшими атаками всех сторон противника. Если результат схватки между атакующими силами по итогу точно равен нулю, то защищающие силы сохраняют плитку с нулевой защитой под своим контролем, даже если герб атакующих сил имеет символ короны. Довольно сложно все это звучит, но на самом деле ничего сложного нет. То есть, если, допустим, вот у нас 690 тысяч, допустим, ровно, и у них будет 690 тысяч, и у защиты будет 690 тысяч, то защита сохранит свою плитку, а мы просто потеряем, грубо говоря, войска. Вот и вся суть этой длинной-длинной фразы. Каждый день, в конце каждого третьего хода, после подведения итогов всех сражений и получения гильдиями награды, все плитки на карте войны гильдии теряют 70% оставшихся там армий, и, соответственно, защита плиток сокращается на 70%. То есть было 100 тысяч, допустим, вот на плитке, осталось там 30. Ну, там было 120, осталось 40. С этим, я думаю, понятно. А все члены гильдии после получения наград за свой вклад в войне могут увидеть сообщение о том, что защита всех плиток на карте снижена на 70%. Таким образом, если подконтрольная гильдии плитка до третьего столкновения имела в своей защите армию из 250 войск, была атакована силой 150 войск и в результате обороны сохранила в защите 100 войск, то по окончанию третьего хода останется, соответственно, только 30 войск. Также есть такая штука здесь, как бунты, шанс восстания. То есть, ну, например, что где? Угу. Пишет вот здесь. Вот. Шанс восстания очень низкий. Давайте разберемся, от чего же зависит этот шанс восстания. Я приложу тут, опять же, табличку, вы все увидите. Я ее озвучивать сейчас не буду. Скажу только в общем, чем больше плиток контролирует гильдия, тем выше шанс восстания. И, соответственно, тем выше сила этого восстания. Дабы избежать ситуаций, при которых одна или несколько гильдий... Сейчас, секундочку. Так, это у нас 23-я. Угу. Дабы избежать ситуаций, при которых одна или несколько гильдий контролируют огромное количество территорий, то бишь всю карту, допустим, гильдия очень сильна, получая награды за удержание плиток, происходят беспорядки, то бишь восстания. Это случайные атаки нейтральных сил, генерируемые игрой, не относящиеся ни к одной гильдии. То есть полная нейтралка. Чем больше плиток контролирует ваша гильдия, тем выше шанс того, что на какой-то подконтрольной вам территории появится восстание. Сила бунтующих армий напрямую зависит от количества занимаемых вашей гильдией плиток. Нейтральные восстания появляются и действуют на карте войны, имитируя атаку. То есть они, соответственно, появятся вот в этом же поле, где и атакуют написано. Только они будут полностью такого белесого нейтрального цвета. Ну вот как, грубо говоря, белая плитка, вот такого же серого цвета, как в защите, они и будут. Так, ага.
Если у какой-либо гильдии есть желание взять под контроль и удерживать плитку, атакованную повстанцами, то члены этой гильдии придется перебить нейтральные силы на этой территории. Так, ну и также здесь есть такие фишечки, как саботаж и разведка. За определенное количество изумрудов игрок при атаке и защите любой плитки может скрыть численность размещаемых его гильдии войск. То есть, ну, например, вот. Идем мы сюда, нажимаем атаку. И можем мы вот такую штучку сделать. Называется она диверсия. То есть скрывайте количество войск своей гильдии и разведывайте размеры. Скрытие и разведка подорожают после каждого использования. То есть вот сейчас это стоит 30 изумрудов. У меня стоит 128 войск. За 30 я скрою вот эти войска, что у нас есть. То есть, соответственно, если соперник захочет их скрыть обратно, то ему также придется потратить изумруды, чтобы это увидеть. В этом случае все остальные 9 гильдий, соперничающих с его гильдией на карте в войне за территорию, будут видеть только герб его гильдии и 3 вопросительных знака вместо общей численности находящихся там армий, которые размещает гильдия игрока. Это называется саботажем, ну или диверсией, и будет отмечено в чате войны гильдии всякий раз, когда игрок скрывает численность своих армий. Так, сейчас посмотрим. Вот. Как видите, вот игрок из гильдии потратил 30 изумрудов и скрыл войска. А вот игрок Макс потратил и разведал вражеские войска. То есть, опять же, трата изумрудов здесь возможно и приветствуется на самом деле. Любой другой игрок из конкурирующей гильдии может также потратить изумруды, производя разведку, после чего скрытая численность размещенных армий будет раскрыта для всех находящихся в данный момент на карте войны гильдий. Эти игровые возможности, как правило, используются игроками в третьем столкновении. Ну и также награды. Каждый раз, отправляя свои армии в бой на карте войны, вы получаете золото в соответствии с силой армии, которую вы отправили. В конце каждой третьей стычки все члены гильдии получают награды, исходя из общего количества плиток, которые они смогли захватить и удержать до текущего момента. Каждый игрок получает в качестве награды за размещение войск в войне гильдии на протяжении всех 3 ходов различные типы карт. Золото, контрибуцию и другие ресурсы в зависимости от плиток, которые захватила и удерживала его гильдия. Также гильдия получает влияние, при условии, что она смогла захватить и удержать различные типы строений. Члены гильдии получают процент наград от всей подконтрольной его гильдии территории. Получаемые награды зависят от количества размещенных армий и, соответственно, от места в гильдии. Также я приложу табличку, все увидите, не буду ее озвучивать, не вижу в этом смысла. Ну и война длится 18 ходов. В течение 7 дней, по окончании 18 хода, награды удваиваются. Фонтан гильдии дает немного эликсира каждый день. На нашем уровне мне он дает 27 эликсира каждый день. В зависимости от уровня вашей гильдии. Вы также получаете немного очков контрибуции каждый день, это 350 в моем случае, при условии, что вы являетесь членом гильдии, участвующим в войне гильдий. Ребят, по ходу ролика все скриншоты будут приложены, сможете все посмотреть. Ну а я категорически благодарю вас за просмотр. Всем спасибо, всем пока, пока-пока, пока.